Как нарисовать подснежники. Мы продолжаем серию весенних зарисовок, весенних миниатюр. И сегодня мы рисуем цветы-подснежники. Работаем на малом формате рисовой бумаги, черной тушью, минеральными красками и каллиграфическими кистями. Начинаем с того, что наводим достаточно светлый оттенок туши. Для этого мы разбавляем тушь водой. Работаем мы малой жесткой кистью. Основной мазок – это линия, которая начинается с точки. И затем мы рисуем зеркальное отражение этой линии. Таким образом получаем лепесток. Мы рисуем цветки в разных ракурсах. Иногда средний лепесток цветка, на котором и находится орнамент, будет нам виден, а иногда его не будет видно. Вот сейчас обратите внимание, как я рисую именно средний лепесток. Остальные же лепестки все рисуются вот по такому же принципу. Точно так же мы с вами рисовали и лепестки одной из разновидностей хризантем. Достаточно легкий мазок, просто надо его отработать. И вот таким вот контурным способом, светлым оттенком, серым оттенком, светло-серым оттенком мы рисуем несколько цветков. Затем, после этого, мы даем чернилам подсохнуть и берем этот светло-серый оттенок, который мы прежде навели, туши, и добавляем в него ярко-синий цвет. Смешиваем их вместе, и если цвет достаточно темный, то добавляем еще синего и затем разбавляем водой, чтобы получить бледно-голубой оттенок. И этим бледно-голубым оттенком работает той же самой кистью, которая на себя много влаги не берет, потому что мы работаем контуром, нам много влаги сейчас не нужно. И существующий уже контур, прежде сделанный тушью, мы еще раз обводим контуром, но уже вот этим самым светло-голубым оттенком. Учтите, что рисовая бумага, она съедает цвет, поэтому возьмите немного оттенок поярче, потому что потом он все равно будет бледнее. Теперь мы берем два оттенка зеленого, салатовый и темно-зеленый. И намешиваем такой промежуточный между ними оттенок зеленого. То есть он должен быть такой уже жизнерадостно весенне-зеленоватый, но в то же время достаточно сочный. Берем среднюю мягкую кисть, и ее кончиком мы оставляем отпечаток кончика кисти, либо одинарный, либо двойной, в зависимости от ракурса цветка, и получаем цветоложе. Здесь влаги уже на кисти должно быть достаточно, чтобы мазок сам растекался, но не слишком. Излишки всегда можно убрать влаги о салфетку. Теперь мы берем салатовый цвет и наводим более светлый оттенок зеленого. Опять работаем малой жесткой кистью. Влаги в данный момент на кисти должно быть по минимуму. На тот самый средний лепесток мы наносим орнамент, узор, который и делает этот цветок, несмотря на то, что он просто белый, достаточно интересным и выразительным. Просто оставляем точки рядом с друг другом, они немного расплывутся, сольются вместе, и вот такую вот угловатую форму уголка мы получаем. Затем мы берем темно-зеленый цвет, и смешивая его с салатовым, наводим такой достаточно темный оттенок зеленого, но в то же время не слишком, и малой жесткой кистью или кончиком средней кисти, как вам удобно, просто формат маленький, миниатюра, поэтому мы работаем малой жесткой кистью. Мы рисуем стебли цветков. Мазок в данном случае это линия от точки до точки. Для уверенной линии мы всегда в начале движения фиксируем кисть точкой и затем делаем уверенную линию, прямую или изогнутую. Стебли мы не доводим слишком далеко, не надо доводить их до самого конца, потому что мы заполним это пространство зеленью, и зелень просто-напросто перекроет стебли, поэтому все равно их не будет целиком видно. Здесь у нас на кисти должно быть влаги было быть по среднему
И сейчас мы берем среднюю мягкую кисть. Здесь влаги уже на кисти должно быть достаточно, чтобы краска сама растекалась по бумаге, но не слишком. И рисуем зелень. Рисуем листву. Листва, она похожа на что? На лук она похожа. Такая же, собственно говоря, листва, только мельче и пожестче у крокусов также. И мы какой мазок выполняем? Несколькими разными оттенками зеленого. Мы наводим несколько разных оттенков, от светлого до темного, и попеременно их набирая на кисть, делаем просто линии прямые или немного изогнутые, прижимая, в основном работая, прижимая только кончик кисти, а не кисть наполовину или целиком, поскольку формат маленький, нам не нужна достаточно обширная линия. Но для малой линии мы менее прижимаем кисть для тонкой, а для более толстой линии более прижимаем кисть. Здесь нам нужно как можно более чаще пересекать травинки между собой. Затем мы наводим темный оттенок зеленого, работаем малой жесткой кистью. Здесь влаги должно быть минимум на кисти. И в середине этого уголка, который мы рисовали на центральном лепестке, мы еще раз, ставя точечки, образуем линию уголок, но в центре уже имеющегося уголка. И тем самым заканчиваем узор данного цветка. И последнее, что можно сделать, но не обязательно, это также тем же самым оттенком темно-зеленого сделать такой легкий контур на цветоложах цветка, а также на некоторых травинках. Но не на всех, не нужно обрисовывать все травинки, просто выберите те, которые кажутся вам более для этого актуальными, которые сделают композицию более выразительной. То есть эти цветы, они настолько нежные, что не нужно их перегружать деталями. Они должны быть легкими, воздушными, свежими, такими даже, можно сказать, немного еще снежными. Поэтому буквально несколько травинок. И можно также подчеркнуть стебли, но опять же очень легким, в некоторых местах даже прерывистым контуром, тем же самым темным оттенком зеленого. И в принципе на этом можно и остановиться, или же сделать такие легкие маленькие, так сказать, полосочки для текстуры на цветоложах. И, собственно говоря, это и будут последние мазки на данной композиции. Надеюсь, что вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и не пропустите новые видео. А также оставьте, пожалуйста, комментарий, что бы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе с вами нарисовали.